вами карта город Львов в разрезе административных районов, класс социальное жилье, которое подорожало на 0,95% за месяц, что бросается, друзья, в глаза. Наибольше всего подорожал Шевченковский район на 1,43%. И меньше всего мы видим подорожала недвижимость в Галицком районе, это центральная часть, центральный район города Львова, плюс 0,81%. Переходим к следующему слайду. Очень быстро пройдемся по аренде. Сравнивая первый квартал с вторым кварталом 2026 года, смотрим красный шрифт. Недвижимость, которая сдается в аренду, здесь мы класс социальное жилье в качестве примера вам привожу, подорожала на 0,68%. Об аренде, друзья, поговорим в конце видео. Я более подробно расскажу, почему считаю, что аренда ведет себя логично, рынок аренды, в отличие от вот этого сумасшедшего роста недвижимости по предложениям, которые мы фиксируем. И город Львов, в общем-то, не исключение. Следующий слайд, друзья. Здесь мы посмотрим, что произошло с недвижимостью на протяжении 4 лет войны и сколько там у нас, 8 или 9 месяцев уже, да? Напомню вам, что война началась в 2022 году, 24 февраля. Здесь по квартальные исследования, поэтому мы начинаем с марта 2022 года. В качестве примера класс социальное жилье. Видим, что $916 стоило квадратный метр. Дальше мы видим, это все у нас, друзья, напоминаю, первый год войны, да? Дальше мы видим, что второй год войны в недвижимость в городе Львове стала показывать отрицательную динамику снижения. И с 2024 года, с января месяца, мы видим 2024, 2025, 2026 год. 3 года непрерывного роста стоимости квадратного метра. И уже в июле 2026 года это $1061 за квадратный метр. Друзья, могу вам еще раз напомнить, что данного класса жилье в городе Львове сравнялось с городом Киевом, что никогда не было. Ну, я имею в виду до войны. Киев был самым дорогим городом по стоимости недвижимости всех классов. А вот видим, сейчас город Львов его догнал уже. Итак, друзья, подводя итоги, что же произошло за весь период войны? Внизу экселевские данные в табличке. Видим, что на 15,83% недвижимость подорожала в городе Львове. Это в отличие от восточных регионов, где стоимость снижается. Вчера выпускал обзор по городу Днепр. Вы видели, что там произошло, там отрицательная динамика. Город Одесса немножко растет, но в годовом измерении там рост порядка 4%, а здесь 15%. То есть Западная Украина, это не только город Львов, показывает нам динамику значительного роста стоимости квадратного метра недвижимости. Друзья, переходим от, в общем-то, ретроспективных данных длиною почти в 5 лет уже к сегодняшнему дню и очень быстро закончим говорить о тех процессах, которые я наблюдал на протяжении 1 месяца. Вторичный рынок квартиры эконом-комфорт бизнес-класс подорожали на 0,95%. Можете посмотреть стоимость квадратного метра по административным районам, ну и, соответственно, рост стоимости также по административным районам. А следующий слайд посвящен первичному рынку. Квартиры эконом-класс подорожали на 2,16%. Не знаю, с какого перепуга, но фиксируем данный рост. А также видим стоимость квадратного метра в, так сказать, в абсолютных цифрах, да, и рост в процентном соотношении за месяц. Переходя к следующему слайду, мы будем говорить о первичном рынке комфорт бизнес-класс, который подорожал на 1,58%. Можете посмотреть по административным районам стоимость квадратного метра данных классов. Ну и в данном случае рост тоже всего лишь за 1 месяц. Да, напомню вам, что первичный рынок, друзья, это квартиры, которые не сданы в эксплуатацию. И не факт, что большая часть или меньшая часть данных квартир будет достроена даже в городе Львове. То есть риски просто запредельные.
Переходим к следующему слайду. Это заключительный слайд, который характеризует колебательные процессы длиною в 1 месяц. В данном слайде будем говорить о первичном рынке квартиры элитного класса. Только в 2 районах строятся квартиры с подобными характеристиками. Это Галицкий район и Шевченковский. Ну, львовяне знают, что Шевченковский район, он достаточно такой длинный от центра. Так вот, Шевченковский – это именно центральная часть здесь. А понятно, что он идет там Ресне 1, Ресне 2. Именно только центральная часть, где строятся квартиры подобного класса. Итак, мы видим, что разница присутствует, и все зависит от локации. В данном случае мы видим динамику роста по всем, так сказать, районам, где строится жилье данного